Шутки. Ну ладно, давайте начнем. Все сначала. Меня зовут Виктор, фамилия у меня Гусарь. Занимаюсь дизайном человека, как многие, наверное, знают. И сегодня я попросил свою наставницу Олесю Байкалову поприсутствовать на прямом эфире и рассказать в виде небольшого интервью. Так вот, этот человек очень интересен для меня, потому что многие моменты в жизни у меня открылись. Чтобы вы понимали, год назад я со всеедения перешел на более чистое щелочное питание, и моя жизнь кардинально изменилась после этого. Так вот, Олеся как раз хотела вам сегодня рассказать. Вот, и я не буду про нее рассказывать, пусть тогда... Давай, Олесь, тебе слово. Расскажи, пожалуйста, первый вопрос тогда. Кто ты такая, откуда ты родом и как ты к этому всему пришла и вообще, что за тема разговора у нас сегодня? Всех еще раз приветствую. Я вообще с Алтайского края, с города Бийска. Обычный человек на самом деле, просто не ем. Все началось с того, что у меня появилась такая болезнь, очень интересная, распространенная, которая именуется раком в настоящее время, и я от нее излечилась. После чего мне стало очень интересно изучать свое тело, на что оно способно, и я пришла к тому, что оно имеет очень широкий спектр возможностей, о которых обычный человек даже не подозревает, потому что в настоящее время социум занят погоней за деньгами, за образованием, за отношениями, но человек не знает абсолютно, как устроен он, как функционирует его тело. А это самая важная часть. Потому что если наше тело начинает барахлить, то барахлит все, и нам становится некомфортно в этом мире. Праноедение — это такая возможность существовать без болезней, возможность не стареть и раскрывать потенциал своего тела дальше и больше, так скажем. А если проще говоря, то у нас есть два режима пищеварения. Кстати, пищеварение не является функцией нашего желудочно-кишечного тракта, на самом деле у него иная функция, но люди так его называют. Первая часть, я бы так сказала, режим функционирования нашего пищеварительного тракта — это иммунитет. То есть человек живет постоянно в режиме потребления и вывода пищи, которую он в себя кладет. В таком режиме наши клетки очень быстро изнашиваются в течение 70 лет. Но на самом деле это очень мало. Еще молодой, так скажем, возраст. Человек не должен в этом возрасте даже стареть. Но клетки изнашиваются, потому что если представить такую ситуацию, что вы живете в доме, и вам каждый день какой-то человек приносит деньги, еду, он ее готовит, вы ничего не делаете, вы абсолютно как бы в таком амебном режиме пребываете, и все ваши мышцы, они быстро атрофируются. Также и клетки. Если человек каждый день кормит их, дает им пищу, они перестают вырабатывать вещества им необходимые и перестают что-либо делать. То есть они только выводят и выводят. Ну, на этом и все. На самом деле у клетки более 60 функций, которые она может выполнять, но у обычного человека они отключены, потому что клетки просто не до этого. Режим праноедения — это такая полярная сторона, когда ты учишь свои клетки вырабатывать все микро- и макроэлементы им необходимые, и они перестают нуждаться в чем-либо извне. Таким образом, они постоянно находятся в движении, в тонусе. Человек перестает стареть. Это если кратко. Автономность, да, получается? Да, то есть человеку не нужна, по сути, еда-то уж тем более,
ни вода, ни воздух. То есть вот недавно мы летом, нам ребята сдавали экзамен, то есть мы брали людей, закапывали их под землю на 24 часа, раскапывали, они были живы. То есть воздух им не нужен для существования. То есть уже, как бы это сказать, это не то чтобы что-то выдающееся, это просто эволюция. Эволюция клетки, раскрытие потенциала. Ну, собственно, если клетка это может, то почему бы и нет? Здорово. Знаешь, какой у меня вопрос возник? Вот я-то знаю о том, что, чем ты занимаешься, как, потому что мы на протяжении года общаемся. Расскажи вот ребятам вообще, чем ты занималась, какие у тебя есть достижения, что ты умеешь, в каких направлениях работаешь. Направление. Ну, скажем так, когда я заболела, то я очень сильно погрузилась в медицину. Училась в медицинском университете, но эта корочка, она ничего не дает. Она дает теорию, она дает алгоритмы поведения врача. Когда он слышит диагноз, он как бы знает, у него уже есть инструкция, что он может посоветовать. Но в медицинском университете не учат критическому мышлению. К примеру, если у человека сахарный диабет, то все лечат поджелудочную железу. Но на самом деле нужно лечить печень. Поджелудочная железа здесь роли фактически не играет. Или, например, если у человека эпилепсия, то он должен лечить не эпилепсию, он должен лечить определенные половые органы, потому что в мозгу создается давление, определенная жидкость, и она опускается по позвоночному столбу. Когда она опускается вниз, если наши органы половые вышли из строя, они не пускают и не производят всасывание этой жидкости. Таким образом, все тело поражается, и человек начинает испытывать тряску и может и умереть. Это и есть эпилепсия. Как бы пытаются снять симптом, но никто не задумывается, если, например, половые органы свои пролечить, то эпилепсии не будет у него. Ну и то же самое с каждой болезнью. Как бы в институтах такому не учат. Собственно говоря, я занимаюсь тем, что изучаю то, как работает наше тело с разных точек зрения, как править органы, как работать с энергией. Энергия, кстати, тоже очень важный ключ в нашем теле, и ее нужно учиться накапливать и управлять ею. Так, подожди, а можно тебя перебью? А вот смотри, про достижения, ты вот сказала править органы. Просто я до того, как познакомился с тобой, я не знал, что это такое. И вот как раз потом начал изучать. Есть такая техника, называется висцеральный массаж. Вот вкратце расскажи, что это такое, для чего это и как это делается. Ну, там, небольшое. Висцеральный массаж — это система в правильном обращении, позволяющая вырастить любой орган человека внутренний. Скажем, допустим, если у человека вырезали аппендицит, то его кишечник не будет снабжен всей необходимой микрофлорой, потому что вроде бы считается, что аппендицит или аппендикс — это атовизм, но это такая маленькая штучка, которая вырабатывает все бактерии в нашем кишечнике. Если его нет, у человека начинаются проблемы. Можно восстановить, можно вырастить матку, яичник, почки, печень, то есть специальными продавливаниями, обдавливаниями все это делается. И на самом деле каждый человек должен это уметь делать, просто обязан. И если, например, человек занимается спортом, если он будет правильно обдавливать свою печень, то его суставы никогда не будут изнашиваться, потому что желчь дается, если она выделяется правильно. Ну, такие ключики
очень простые, но важные, и их нужно знать, потому что это твое тело. Подскажи, пожалуйста, ты этим занимаешься, то есть ты делаешь это или как вообще, как это? Опиши, пожалуйста. Можешь ли ты это для людей сделать или где это обучиться можно, или где это делают? Потому что я, насколько помню, я в Барнауле тогда, когда жил, я искал там, по-моему, 1-2 человека только делают. По обучению мне сложно сказать, потому что я не бегала по мастерам, и сказать лично за другого человека я не могу. У каждого своя методика. Этому можно обучиться. Очень просто на самом деле. Я пока никаких таких образовательных вещей не делала, но можно создать, если будет необходимость. Хорошо, знаешь, еще какой тогда вопрос. Расскажи людям, меня это очень сильно удивило. Железная рубашка, помнишь, да, про это, что ты говорила? И вот когда я посмотрел эти видео, когда просто люди вот так садятся, им на голову 3 кирпича, а потом берут кувалду и разбивают там, либо упирают вот сюда копья и машины толкают. Расскажи, насколько я знаю, ты же этим занималась, ты это проходила, опиши вот это вкратце. Да. Когда я излечилась от рака, я начала восстанавливать свой организм, и мое тело, оно стало, так скажем, очень выносливым. И я начала заниматься кунг-фу. Вот. Дошла до мастера спорта, тогда очень много я жила, обучалась в Китае, там познакомилась с мастером Шэньджи. После чего с Димой Лапшиновой начали возить его в Россию, чтобы он здесь принимал людей. Тогда он дал нам технику железной рубашки, которая имеет 3 уровня. Первый уровень, если человек ее проходит, то есть это специальный комплекс упражнений, направленный на укрепление тела. То есть человек становится снаружи как бы таким бархатным, замшевым, а изнутри как сталь. То есть на первом уровне у человека какие-то удары очень серьезные, они ему не приносят никаких повреждений. И даже если ему на голову свалится кирпич или как на экзамене там несколько кирпичей с таким жестким размахом кувалды разбиваются, то он ощущает просто хлопок. Ну и также там разные он испытания проходит, и тело его становится целым. Кстати, проходят даже взрослые люди, старые люди, и хоть и боятся, но у всех получается. Ну, кстати, вот здесь основной показатель, что ты это можешь пройти, если ты туда приходишь, ты не должен волноваться, потому что эти экзамены, они не о том, чтобы показать, вот какой я крутой, могу о себе кирпичи бить. Это доказательство для самого себя, что мое тело крепкое, я могу ничего как бы не бояться, могу двигаться дальше и быть, так скажем, защищенным. Вот. Это первый уровень. Второй то есть ты уровень. прошла его, получается? Да, да. То есть тебе на голове ломали кирпичи? Да. Прикольно. Ничего. Так, дальше вторая стадия, что там? Вторая стадия — это колющие и режущие предметы. Человеку не приносят никаких увечий, повреждений. Вот. А третья стадия — это уже предметы, которые на большой скорости, то есть пули, какие-то гранаты, мины осколочные. Вот, кстати, рассказывала уже, что Суворов в свое время, когда он шел на битву, за ним солдаты шли абсолютно ничего не боясь, потому что он говорил: и ребятушки, кто за мной, тот со мной. И все видели, когда он шел, и если полк солдат его шел за ним, то пули, которые в них попадали, или гранаты, они просто падали как об стенку и ни в кого не попадали. Вот такая была сила их тел. Такой был третий уровень. Но третий уровень сейчас не дается никому, потому что он также открывает в теле
способности телепортации. И была недавно история в Китае, в Государственном музее пропал один экспонат, буквально за секунду, и тогда в этом объявили мастера Шинджи, государства, правительства Китая, потому что как бы, это очень такое интересное совпадение, и что он владеет телепортацией, и поэтому после этого он закрыл этот уровень для большой публики. Понятно. Это на самом деле очень круто. Я вот на протяжении там сколько, 2 или 3 месяцев практиковал железную рубашку, вот эту часть, пробивал себя. Ты Интересно, делаешь очень крутые. набивку, да. Да, набивку. И очень круто, даже на таком, на простом уровне у меня тело стало реально не подвержено к таким воздействиям. Там я себя палкой, грубо говоря, пробиваю, и ни синяков, ничего не остается, и то есть боли никакой нет. То есть закалка происходит кожи, ну и мышц. Так, ладно, хорошо про это. Расскажи, я думаю, многим-многим интересно. Вот ты, получается, когда у тебя поставили диагноз, да, там это было тебе порядка там 16 лет, с того времени диагноз рак легких, насколько я понимаю, и с того времени ты начала как-то это все приходить к этому, изучать это и так далее. Объясни, расскажи, как это было. Вкратце скажу, что несколько лет я пыталась вылечиться, при том, что мои родители, они сами врачи, и я в их собственной клинике сначала лежала, потом дальше, и стала таким уже тараканчиком, которого постоянно пыляют химией. И как бы все сводилось к тому, что я скоро умру. Но в один прекрасный момент я поехала на день рождения к своему дедушке, который туда пригласил своего одноклассника. Дедушке на тот момент было 72 года. Когда его одноклассник приехал, которому должно было быть тоже, по сути, 72, когда мы его увидели, он выглядел лет на 30-35. И тогда для нас это было очень большим шоком. После чего как бы моя картина мира очень сильно изменилась, и он мне сказал, что... я его спросила, а вы стареть-то не собираетесь? Он говорит, нет, я не планирую. Как бы, почему я должен это делать? И рассказал мне, что, да, наше тело очень сильное. И, по сути, когда человек сюда приходит, он занимается все время тем, что изнашивает свое тело и очень сильно и быстренько его оставляет. Но это подобно тому, как ты идешь в магазин за продуктами, а возвращаешься без денег и без продуктов. То есть тело человек терять не должен, у него другие задачи. Такие вот. Еще понял. Расскажи вот еще такой момент по праноедению, потому что изначально я думал, как и все, наверное, вокруг, что праноедение это значит, человек ничего не ест, он там либо солнцем питается, либо каким-то воздухом, либо какой-то еще. Я думал, что это реально какая-то ересь или херня, как это можно назвать. И только вот потом, когда мы чуть-чуть начали, то есть я начал общаться с тобой, когда уже начало приходить вот это осознание, я стал понимать. Вот поясни людям все-таки, как это, что это, чтобы люди реально понимали, что там праноедение, это не там сел и там и голодаешь там месяцами, годами. Опиши вот это, чтобы краткое понимание у людей наступило, что такое праноедение. Сейчас на самом деле все смешали в одну кучу, понимания у людей нет, и отсюда как бы они не воспринимают эту информацию, хотя она для каждого человека очень, так скажем, полезна. Может быть, подвисаю я, да? И вроде нормально, я не знаю, надо у ребят спросить. Сейчас у меня крутит. Вот отвисло. Все хорошо. В общем, праноедение это для тех, кто любит жить, кто хочет, ему есть чем заниматься по жизни, и он не ждет, когда 70 лет его быстренько пройдут, и он
отбросить коньки. А если он хочет долго жить, это для него. Есть вегетарианство, есть солнцеедение, но это не праноедение. То есть, например, на солнцеедении человеческое тело оно начинает работать по принципу фотосинтеза, как растение, но при этом оно зависимо от солнца. Нет солнца — плохо. А вегетарианство, то есть здесь человек зависим от воздуха. Это такое уже очень тонкая связь, как бы общение с миром. Так, про питание воздухом. Да. Ага. Так вот, праноедение, на этом уровне человек тоже питается. То есть это не голодание, когда мы не потребляем пищу и ссыхаем очень сильно, когда все наши ткани и жидкости сжигаются. На клеточном уровне на праноедение идет полноценное питание. Только пищу я получаю не из продуктов, а мои клетки сами генерируют всю эту пищу. И когда энергия генерируется, то мне на уровне слюновых ферментов поступает сигнал, такое сладкое амброзия, и тело начинает наполняться энергией. То есть тело, по сути, мое работает по принципу вечного двигателя, то, что Тесла писал когда-то. Именно так запускается точка определенная в теле, которая отвечает за выработку всего. Поэтому как бы очень сладкая она, слаще, чем мед. Ну и как бы попробовав ее, в сравнении уже даже ни один фрукт не пойдет. Так вот. Прикольно. Вот, а знаешь, какой еще вопрос? Я вот, когда впервые увидел, да, фотографию твою, и мне интересно было, вот, касаемо зубов. Расскажи людям, потому что я начал пост писать, естественно, я этой информацией, я этим не занимался, но я слышал об этом. Расскажи о твоих зубах, почему они такие белые у тебя? Ты их отбеливаешь, что ли? У меня зубы выросли в 3-й раз на праноедении. Так скажем, когда я перешла, буквально через месяц, я утром проснулась и увидела такую очень жесткую картину. У меня зубы стали выпадать. И я сначала, как бы ужаснулась, подумала, что со мной что-то не так. Родители тоже в шоке. Зубы выпадают, ты не ешь, все, пора тебе в психушку. Тоже точно показать, что ты что-то страшное творишь с собой. Но я не слушала. У меня было ощущение, что я делаю все правильно. В итоге я просто уехала в лесочек и там перекантовалась. И выпадали они, я за этим смотрела, рыдала. Но, да, но... Я представляю картину эту. Примерно через месяц я увидела, что у меня растут новенькие. В итоге они выросли полностью. То есть там осталось у меня своих буквально 2 штуки. Это зубы мудрости, которые у меня выросли сами по себе недавно, где-то год назад. А остальные коренные, которые вторые в нашей жизни, они все выпали, заменились. То есть праноедение, оно делает полный перезапуск твоего тела. Но не каждый праноед может их себе вырастить. То есть я знаю людей, которые 5 и 10 лет находятся на праноедении, но этого у них не происходит, потому что для этого нужно заниматься очень серьезными практиками. Это должен быть колоссальный объем энергии у тебя для того, чтобы тело совершило такой скачок. То есть ты переходишь, получаешь определенные плюшки, но это не значит, что ты не должен ничего не делать и расслабиться. Нужно тоже постоянно работать. Еще вот один момент мне очень интересен был.
Смотри, ты как-то рассказывал о том, что праноедение можно сочетать и, допустим, люди, которые ну, где-то ты говорила, то ли в Азии, то ли где, они могут также употреблять пищу и даже всеедную пищу, да, и тем самым и параллельно у них будут идти процессы праноедения, то есть это как получается, как это работает, то есть опиши вот это. На самом деле очень много подходов, очень много там индуистский, славянский, казачий спас, тибетские подходы, китайские традиции. Такой пример, что тибетцы, они, допустим, медитируют, идут к своей цели, и чтобы тело свое в квантовый уровень перевести, то есть в тело света, на уровень чистой радиации, они, как только свое сознание подводят к этому уровню, они начинают очень резко очищать тело. Там практики вообще очень жесткие, конечно, не для слабонервных. То есть они идут духовным путем своим и параллельно трескают, кушают что-то. В китайской традиции считается, что человек может там взрастить вторую душу и быть абсолютно бессмертным, или там третью, даже четвертую, и они при этом постоянно себя истязают, то есть они достигают какого-то уровня, а потом проверяют в стяжании своего тела, насколько они сильны, что они могут выдержать. Вот, допустим, учитель мой, когда он, именно по железной рубашке, когда он до этого уровня дошел, он проходил такое испытание, что его полностью как бы сердце, точнее чуть ниже уровень солнечного сплетения, проткнули копьем и сделали там такую дыру. И он с копьем, которое полностью проткнуло его тело, должен был носить воду там бедрами в течение нескольких часов. И после этого, когда он стал уже совершенно изнемогать, из него вытащили копье, и была такая проверка. Если он начнет истекать кровью, то он не прошел испытание, он, естественно, умирает. Но в его случае, как только копье вытащили, дырка вот эта в теле от копья, она заросла в течение там буквально 10 минут. И он побежал дальше жить и радоваться. То есть так люди себя обижают, чтобы посмотреть, могут ли они идти дальше. То есть подходы разные. И вот как раз-таки люди, которые, допустим, на пране, они могут употреблять что-то, смотреть на то, как их тело реагирует. Вот. Скажи тогда вопрос еще. Да, мы постараемся сохранить, я не знаю, если получится, я постараюсь сохранить, сразу говорю. Зачем, смотри, тогда еда? Если человек, который овладел техникой вот, праноедения, да, и начинает получать, давайте я опишу со своей, всеядной точки зрения, да, когда я не понимаю, как это происходит. Для меня праноедение это что такое? То есть мы питаемся, мы можем физическую пищу погрузить в себя, раз она там разложилась на мелкие частички, и потом на самые-самые мелкие, на нейтрино там разложились, и мы подпитались, или там микро-макроэлементы и так далее получили. Получается, прана это когда то же самое, только у тебя клетки сами это все вырабатывают, всю вот эту штучку. Вот, вопрос тогда, зачем людям, которые овладели праной, зачем тогда они кушают? И вот еще вопрос был, кстати, кто-то писал этот интересный вопрос, что почему тогда люди сходят с праны, если можно ей просто питаться и не заморачиваться? Угу. Сейчас такую вещь скажу, что, возможно, она противоречивая, но то питание, та пища, которую мы едим, она нас не питает на самом деле. И то, что она раскладывается там в нашем теле, это очень большая иллюзия. Потому что если бы это было так, то у нас бы не было каловых камней, и мы не хотели бы в туалет. То есть никто не задумался, почему, когда он покушает, тело начинает это все выводить в виде там пота,
и прочих отложений. Тело это все не переваривает. А пища на самом деле, она не для заряда, она для психики. Еда — это эмоции. Вот. Человеку необходимы эмоции. Психика — это очень важный фактор на самом деле. Вот, допустим, подобно тому, как у нас есть нервная система или кровеносная система, которая состоит из сосудов, капилляров, артерий, точно так же у нас есть астральное тело или психическое тело, тело, которое там изучает психосоматика. То есть она также состоит, так скажем, из энергетических сосудов и капилляров. И вот если там где-то происходит застой, который создает определенный психологический блок, то энергия не проходит дальше, она не может циркулировать, и тогда человек вынужден получить эту энергию в виде эмоций извне, которую дает, например, пища. Там не хватает ему любви, нежности, счастья, он хочет сладкого, да. А если он такой бегает, замечтался, горькое тянет. Если он чего-то боится, сомневается, соленое, ну и так далее. То есть еда — это эмоции. Это чисто наши эмоции. И у человека на всеедении психика, она, естественно, раскачана как маятник. Если человек переходит на сыроедение, то диапазон его эмоций, он расширяется, ему здесь сложнее совладать с психикой. И ему хочется постоянно сорваться на что-то более тяжелое, чтобы свою психику загасить. Заземлиться, чтобы не испытывать этого, потому что он слаб и не может свою собственную психику выдержать, совладать с ней. На праноедении этот диапазон увеличивается в сотни раз. И если психика не проработал, ой, как сложно становится с ней, поэтому люди сходят. Да. Вот я просто со своей колокольни могу рассказать, когда я же год назад, получается, еще был всеедом, да, все подряд кушал. И, соответственно, многие говорят, а как так, почему люди вроде как уходят, и потом срывы-то и случаются. А как раз это происходит, потому что самое сложное проработать психику, когда вот этот, правда, диапазон. Я это прочувствовал даже, когда на щелочное перешел на сыроедение, да, и вот этот диапазон, когда расширился, там начинает столько, потому что, в принципе, такие-то вещи там с едой несложно себе, там, ну вот я сейчас вот это кушаю, вот это, вот это. Но когда ты начинаешь с психикой работать, там такие поднимаются. Ты на уровне физики же, получается, чистишься, да, а еще и психологически какие-то бам-бам поднимаются, и поэтому большинство людей, я говорю по поводу сыроедения, либо там какого-нибудь веганства, почему люди откатываются назад. А прана — это там, я представляю, там диапазон, конечно, намного выше. Так, это очень круто. Еда не для тела. Нашему телу не нужна еда вообще. И если чем больше мы себя пичкаем, тем быстрее мы гаснем на самом деле. А вот психика, да. Но психику нужно учить другими способами. Вот я видел, кстати, еще у меня спрашивали, ты информацию записывала о том, как у тебя это происходило, там, по-моему, когда про зубы рассказывала, о том, что вот спросили, ну, информацию эту где-то откладывала, записывала видео, либо писала. Вообще, на самом деле, можно я сейчас еще скажу, что вот Олеся, она впервые вышла в прямой эфир, то есть до этого она нигде не транслировала, и почти год я ей предлагаю, говорю, Олесь, давай выйдем, люди должны узнать об этом. Ну, соответственно, она не выходила. Вот. Есть ли у тебя какие-то видео для людей, чтобы, или это тебе не надо, или это, как это, опиши, в общем. Ну, пока этого нет ничего, потому что этот опыт праноедческий, я очень сильно ушла в себя для того, чтобы изучать вообще, что со мной происходит. Потому что вещи такие очень не детские творились, и было очень тяжело не только с людьми общаться, но и с самим собой находиться сложно, потому что когда происходят какие-то вещи, там рядом с тобой нет никаких праноедов,
и ты не знаешь, что это такое, ты вынужден наблюдать. Вот, и только сейчас как бы более-менее появилось желание этим делиться, появился уже опыт. Это не то чтобы даже опыт, а вообще понимание, что со мной происходит. Поэтому, думаю, сейчас, да, можно начать. Ну, это здорово. Еще тогда вопрос. Какие вообще планы? То есть ты сейчас начинаешь эту информацию, когда уже, как ты говоришь, внутри собрала себя, ты начинаешь уже преподносить это миру. Расскажи, какие планы там, может быть, ты там как-то будешь проводить это обучение онлайн, я не знаю, марафоны, что вообще в планах есть, как ты это будешь, как ты видишь это? Обучение. Можно создать обучение, которое будет прорабатывать фундаменты человека. Тело, энергию, психику и сознание. Это можно сделать в формате, я не знаю, вебинаров ли, либо каких-то ретритов, да, можно, если людям будет необходимо. Ну вот, можно я еще расскажу, кто, может быть, не в курсе, кто на меня не подписан, не знает. Вот, если я сам с Барнаула, и совсем недавно я уехал, и сейчас в Таиланде нахожусь. По поводу вот как раз практик, вот на протяжении года, как только я начал со всеедения уходить из сыроедения, как раз вот Олеся меня и направила. И многие-многие моменты она мне рассказывала, потому что изначально было очень тяжело. Ну, представляете, я до этого курил кальяны, жрал мясо, там, ну, все нормально, как обычный нормальный мужик, ел, пил. Вот. И потом, когда начал переходить на сыроедение, да, началочное, то, естественно, у меня ацидоз, у меня вот такие впалые глаза, я начал худеть, у меня вот такие щеки были. Я реально говорил, я буду здоровым, я проживу 120 лет. Мне говорили, Витя, да ты на наркомана похож, ты умираешь, ты что делаешь с собой? И вот как раз в этот момент Олеся меня направляла и говорила, Вить, да у тебя это нормально, это ацидоз, у тебя сейчас это закисление выходит, так вот. И это очень круто, когда рядом с тобой есть такие люди, которые могут тебя направить и сказать, что это нормально, ты расслабься. Действительно, когда я понимал, что к чему я иду, то через там 4 месяца у меня как раз уже начало восстанавливаться тело, уже клетки эти гнилые, как Олеся рассказывала, вышли, и я стал уже выглядеть более адекватно. Вот, поэтому это действительно опыт такой, и вот еще практики, это очень крутая штука. Я раньше тоже к этому как-то спокойно относился, но практики действительно дают результаты. Взять тоже дыхание, про которое я рассказывала, помнишь ты мне про дыхание там на выносливость? Когда я ходил в горы в Актру, я пошел в гору, и ты мне, помнишь, рассказывал, говорит, Вить, ты дыши, говорит, вот так, и потом у тебя откроется второе дыхание. И действительно, я шел с проводником, представляете, проводник, который 5 лет водит людей в горы, он на второй половине пути, он начал задыхаться, и у него началась горняшка, ну, то есть он прям зевать начал, недостаток кислорода. А я благодаря вот этому дыханию, я послушал, да, как ты сказала, и я начал подниматься, я шел, у меня наоборот второе дыхание открылось, я такой бегу, он говорит, да подожди, давай посидим, а он уже все потух. И это действительно штука очень крутая, то есть тело, конечно, наше вообще очень круто работает. Кстати, вот еще расскажу, если какие-то есть вопросы, вы можете, вот Олеся создала наконец-то Инстаграм себе аккаунт спустя там год, вот, вы можете на нее подписываться, там она уже начала выкладывать информацию, потихоньку делиться, и читайте, изучайте. Так, давай я еще какие-нибудь вопросы посмотрю, что тут задавали. Как понять, что организм готов питаться праной? Какие практики помогают? Вот спросили там в аккаунте. Какие практики помогают? Еще сразу вопрос, сколько тебе лет? Это секретная информация. Так, я из Бийска. Так, сейчас не буду сбиваться, подождите, про практики скажу. Первое, это должно быть очень четкое ощущение, что ты
ну, как бы энергию берешь не из пищи. То есть ты должен это чувствовать, что как работает твоя психика, что на самом деле дает тебе еда, что она дает тебе только лишь удовольствие, а не энергию. И наоборот, она энергию только лишь отнимает. То есть первый уровень — это когда тебе хочется меньше есть. То есть просто твоя потребность и усталость, она снижается. Есть лишь ощущение в голоде настоящее, это не психика, когда тебе там хочется сладенького, солененького, или какие-то у тебя страхи, хочется что-то заесть. Самое главное и степенное ощущение — это слабость. Слабость в теле. Вот это показатель голода настоящего. То есть на самом деле человек хочет есть, там, может быть, раз в неделю. Ну, настоящий голод испытывает. Способы перехода на праноедение, они разные. То есть первый опыт праноедения, он у меня случился в детстве, в 12 лет. Он у меня произошел естественно, и никаких практик я не делала. Возможно, это были наработки с прошлых жизней, то есть прошлый опыт, потому что как бы у меня было ощущение и воспоминание, что да, я это уже делала однажды. Есть разные способы перехода. То есть первый — это естественный, когда ты учишь свои клетки функционировать иначе. То есть ты их вообще, в принципе, запускаешь, чтобы они работали, а не просто тупо выводили все подряд, и больше ничего не делали. Также есть способы силовые, когда ты идешь на воле, то есть это практики. Практики такие, как цигун определенные, то есть, так скажем, я даже бы посоветовала людям не китайский цигун, а изучать славянские практики, русские практики, потому что они намного-намного мощнее. Вот, скажем, есть у нас такое искусство в Китае, как тайчи. То есть благодаря ему человек может прорабатывать свою энергию в нескольких направлениях. То есть там горизонтали, сагитали, вверх, вниз. Ну, то есть делает разные такие подходы в разные стороны. Есть йога, где человек чувствует свою силу. То есть он стоит в определенную асану, и он должен проследить, как энергия перетекает по ему телу. То есть он берет силу тем самым. Но в русских, славянских практиках, например, есть всего лишь одна стойка, которая вмещает в себя сразу все асаны йоги, сразу все комплексы цигун, тайчи, всех искусств, которые только есть. Но к такой стойке человек должен быть готов. Иначе, если он не встанет, он просто сгорит. То есть энергия — это такая вещь, которая держит нас. То есть, допустим, если человек слаб телом, то все его тело может вытянуть его энергетический каркас, взять на себя всю работу по восстановлению и прочему. То есть энергия — это база. Тело, энергия, дыхание — очень важная вещь. То есть это такой естественный инструмент, через который человек может обучить свои клетки полностью. Как жить иначе? Точнее, жить долго и бессмертно. Прикольно. Так, тут у тебя все-таки про возраст спрашивают. Говорит, если это типа секретная информация, почему не делишься-то ей? Потом расскажу. Расскажу, будут посты. Сколько мне лет? Так, смотри, тут человек спросил про соковое питание. Что скажете о соковом питании на постоянном? Всю жизнь, чтобы, в смысле, потреблять соки? Я не знаю, человек говорит, переходит типа на соковое питание, можно ли этим постоянно? Прекрасно. Можно. Я без еды могу постоянно. На соках-то еще круче вам будет. Тем более сможете.
такая же еда, просто жидкая, и тело будет, оно не будет тратить энергию на переваривание тяжелой пищи, оно будет получать энергию намного быстрее, в Я думаю, разы. только самое главное, чтобы сильно не мешать, и чтобы фрукты или там соки были Ну да, более-менее фрукты из чистых продуктов. ставятся. Да. Человек спрашивает, или девушка, кто я не вижу, как избавиться от зависимости пожевать, когда есть не хочется? Время загружено, но пожевать чуть охота. Первое — это голодание. Вам нужно попробовать, каково это не жевать хотя бы разочек в жизни. А второе — это получение эмоций не из еды. То есть научиться получать эмоции не из еды, из какой-то деятельности, которая вас наполняет очень сильно. Но пожевать — Вопрос. это всего лишь рефлекс. Он отойдет со временем. Ну да, кстати, у меня, когда я был на условном голодании по огоням 21 день, когда я травки и мед и лимон, вот. И у меня наступил такой момент, что я через там дней 7, наверное, или 8, у меня сильно хотелось жевать, потому что я, представляете, 30 лет всегда жевал, а тут чисто на чаях находился. И знаете, что я делал? Да, я брал мед, замораживал мед и его жевал, потому что мне прям охота была пожевать. Это в силу привычки. Так, спрашивают тут еще про как относитесь к лечению пиявками. Тут вопрос задали. Прекрасно отношусь. Пиявка также способна вырастить любой орган в теле человека. То есть пиявки, они же проникают вглубь аж до 30 сантиметров, и они могут взять на себя вообще все яды и токсины органа, который заражен. И я знаю людей, которые при помощи пиявок выращивают органы заново. Очень сильная вещь. Не экологично, конечно, потому что пиявочки умирают, мы их так безжалостно используем, но очень быстрая вещь, конечно, и действенная. Советую. Как ты относишься к дизайну человека? Прекрасно отношусь. Кто там я? Манифестирующий генератор 1.3. Да, МГшечка. Так, ну давайте, ребятки, у нас осталось, я думаю, еще там минут так 5-10 до конца эфира. Если есть еще какие-то вопросы, задавайте. И начнем подытожить надо бы. То есть смотри, получается, я подытожу. В 16 лет тебе поставили диагноз. Это для тех, кто спрашивал про возраст. В 16 лет диагноз, потом спустя там года 3-4, да, ты, получается, восстановила себя и вылечила от рака, правильно? Потом ты перешла сначала на какое-то без животного происхождения питания, потом на сыроедение, а потом вот год на прану, да? Так это? Да, на прану перешла очень быстро, уже с сыроедения, минуя стадии фрукторианства, сокоедения, коренеедения, фотосинтеза и всех этих прочих вещей. Очень быстрый скачок тело дало за счет практик славянских и за счет дыхательных практик и сознания, проработки сознания. Скажи, сколько таких людей вообще, допустим, в Алтайском крае, там, в России, и вообще много ли людей, которые имеют возможность питаться праной? В Алтайском крае всего лишь пару человек таких знаю. В России тоже их, так скажем, немного совсем. Но они есть, так скажем, город один можно собрать таких людей. Есть свои поселения праноические, и, так скажем, там уже немножко другая реальность, потому что у людей другие мотивации жизненные.
Я Они думаю, живут... не стоит сейчас углубляться в это, потому что люди и так сегодня, которые ты дала информацию, мне кажется, вот с такими глазами сидят сейчас, и у них просто там разрыв шаблонов. Посоветуйте литературу. Таких много. А это значит, что каждый человек может быть, ну, как бы, не обязан, но может быть таким. Ага. Так, про славянский цигун, кто был учителем, спрашивают. Не славянский цигун, а славянская здравница. Я ее изучала на Украине. Это один древний род казачий, казаков-характерников. То есть характерники — это люди, которые, ну, воины, так скажем, которые очень хорошо умеют управлять материей физической. Там также все вот эти телепортации, наводить марево. То есть когда, например, на них шел враг, они могли сесть в кружочек и превратиться там в стайку берез. И враг проходил мимо. Есть такое поселение в Киеве, они находятся под Киевом. Сразу задам вопрос. Я, понимаете, я не такой высоковибрационный, я материальный человек. Как насчет, смотришь, того, чтобы периодически проводить вот такие штуки, да, такие прямые эфиры и, к примеру, организовать что-то наподобие онлайн-марафона, где люди смогут приблизиться к этим техникам каким-то, которые смогут изменить их жизнь, может быть, кому-то помочь, кто-то там потерялся или как-то еще. Как ты на это смотришь? Можно сделать, но это работа определенная над собой. То есть многое нужно будет менять и пересматривать в своей жизни. Не каждый человек к этому готов. Ну да, естественно, это, то есть те, только кому это необходимо, естественно, и притянутся, тот, кто готов двигаться. Потому что реально на протяжении этого года, за счет того, что я практически каждый день занимался этими практиками, я реально увидел этот результат. И это очень прикольно. И сейчас, когда я там могу встать в ту же стойку дерева и простоять там 40 минут, хотя поначалу, когда я начинал, помню, ты рассказывала, вот так встаешь, я стоял, меня всего вот так трясло, я стоял там 3-5 минут, и я 10 отстоял, у меня такое счастье было. А сейчас, то есть, я там 40 минут стою и уже научился наслаждаться. Вот, кстати, еще один очень важный момент, ребятушки, то, что я понял из всего, что здесь произошло, самое главное – это наслаждаться. Каждым моментом, неважно, в стойке ты стоишь, мясо ты жрешь, либо ты фруктик кушаешь, либо ты там лопатой копаешь. Самое главное всегда наслаждаться. Вот это очень важный ключик. Да, 30% работы или труда в чем-либо, 70% наслаждения, только так или иначе. Только тогда будет происходить информация и трансформация для твоего тела, чем бы ты ни занимался. Да.